Представьте, что ваша жизнь — это сложная многоактная пьеса. На сцене ярко горят софиты, декорации сменяют друг друга, а в центре — главный герой. Он — вы. Вернее, тот, кем вы себя считаете. Уставший бухгалтер, заботливая мать, влюбленный юноша, обиженный друг. Он произносит монологи, смеется, плачет, реагирует на вызовы судьбы. Этот персонаж оброс историями, привычками, масками, за которыми его уже не разглядеть. Но кто же тогда сидит в зрительном зале? Кто наблюдает за всем этим действом, затаив дыхание? А кто управляет и дирижирует спектаклем? С вами Ашраэлен. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Этот молчаливый, безмолвный зритель и есть ваше истинное «Я». Тихий, неизменный, вечный свидетель. Как Алиса, провалившаяся в кроличью нору, мы привыкли отождествлять себя с безумным шляпником или истеричной червонной королевой, нашими собственными эмоциями. Мы, как Пиноккио, верим, что мы — это деревянное тело, которое должно стать настоящим. Но настоящим-то мы уже являемся. Задача не в том, чтобы стать кем-то, а в том, чтобы вспомнить и осознать того, кто мы есть на самом деле. Того, кто держит в руках нити наших марионеточных воплощений. Я бухгалтер, я мать, я жена, я подавленный человек, я счастливчик. Это наши социальные и эмоциональные роли, ярлыки, которые мы сами на себя навешиваем или которые нам присваивает общество. Но что если попробовать все эти ярлыки снять? Существует мощная практика самоидентификации, которая помогает провести эту инвентаризацию личности. Шаг 1. Возьмите лист бумаги и напишите все свои роли, статусы и идентификации. Будьте честны и пишите все, что приходит в голову. Я – руководитель. Я – дочь или сын. Я – перфекционист. Я – спортсмен. Я – тот, кого все бросают. Я – весельчак. Шаг 2. Теперь начните вычеркивать их по одной. Задавайте себе вопрос. Могу ли я перестать быть этим, оставаясь собой? От какой роли вам проще всего отказаться? От бухгалтера. Вычеркните. Вы перестали существовать. Нет. Вы по-прежнему здесь, просто без этого ярлыка. Шаг 3. Продолжайте вычеркивать даже самые болезненные и глубокие. Друг, отец, человек. Цель – не лишить цены эти аспекты вашей жизни, а увидеть, что вы не они. В конце концов, на листе останется пустота. А кто тогда вы? Тот, кто все это осознавал и проводил этот эксперимент. Тот, кто наблюдает. Это и есть первое знакомство с тем, кого в различных духовных и психологических традициях называют наблюдателем, истинным «Я», самостью с заглавной буквы. Чтобы понять, кто мы есть на самом деле, важно осознать, чем мы не являемся, но с чем себя привыкли отождествлять. Наше земное существование — это великая игра, для которой нам выданы два совершенных инструмента — тело и душа. Но мастер никогда не становится своим молотком или кистью. Он использует их для творения, зная, что его суть в самом акте творения, а не в инструменте. Тело подобно космическому скафандру и храму ощущений. Представьте, что вы – бестелесное сознание, дух, отправляющийся в экспедицию на планету Земля. Вам необходим невероятно сложный скафандр. Это и есть ваше тело. Оно – ваш проводник. Оно переводит язык физического мира на язык нервных импульсов, доступный вашей душе. Оно – ваш ограничитель. Скафандр не всесилен. Он может протечь, в нем может закончиться кислород. Его детали изнашиваются. Он накладывает ограничения. Вы не можете парить в небе без дополнительных приспособлений. Но вы не скафандр.
Когда астронавт смотрит на потертости на перчатках своего костюма, он не кричит: «Я изнашиваюсь». Он понимает, что это изнашивается его оболочка. Вы тот, кто внутри, тот, кто пользуется этим скафандром для накопления уникального, бесценного опыта. Наше тело – удивительный и сложнейший инструмент. Оно позволяет нам ощущать вкус спелой клубники, чувствовать объятия любимого человека, бежать по утреннему парку. Мы должны заботиться о нем, беречь его, слушать его мудрые сигналы. Но мы не оно. Вы не ваша рука. Вы не ваше сердцебиение. Вы не морщинка у глаза. Вы тот, кто осознает руку, чувствует сердцебиение и видит морщинку в зеркале. Тело стареет, болеет, меняется. Но то, что осознает эти изменения, остается неизменным. Управлять телом значит быть благодарным инженером своего скафандра. Слушать его сигналы. Нужна вода, требуется отдых. Чинить его. Лечиться, тренировать, но никогда не забывать, что ваша миссия гораздо значительнее, чем сохранность самой совершенной оболочки. А теперь поговорим про душу. Душа – уникальное программное обеспечение и сценарий. Если тело – это скафандр, то душа или личность – это установленное в него программное обеспечение и личный дневник путешественника. Это уникальная, сложнейшая прошивка, созданная специально для вашей миссии. Эмоции – это погода в этом ландшафте. Внезапный ливень гнева, ласковое солнце радости, густой туман печали. Погода переменчива, она приходит и уходит. Мысли – это постоянно обновляемая карта местности. Она содержит оценки, суждения, планы и воспоминания. Но важно помнить, карта – это не сама территория, а лишь ее интерпретация. Черты, характеры и роли – это привычные маршруты и костюмы, которые вы надеваете для взаимодействия с другими путешественниками. Добрый – это один костюм, бухгалтер – другой, неудачник – третий. Душа невероятно важна. Без нее скафандр будет просто бесполезной грудой металла и ткани. Именно душа придает путешествию смысл, драму, краски, уроки. Изучая ее, осознавая свои чувства, анализируя мысли, понимая свои роли, мы учимся управлять своим внутренним миром. Мы начинаем понимать, что мы не обязаны подчиняться каждой вспышке гнева, как роботу, и верить каждой тревожной мысли, как истине в последней инстанции. Но вы не программное обеспечение. Когда компьютер зависает, вы же не кричите «Я сломался». Вы понимаете, что это глюки программы. Вы – пользователь, который может перезагрузить систему, установить новое программное обеспечение или просто наблюдать, не вовлекаясь. Итак, у нас есть скафандр, тело и программное обеспечение, душа. Кто же тот вечный путешественник, который всем этим пользуется? Это и есть ваше истинное «Я», дух, свидетель. То чистое, неизменное сознание, которое способно наблюдать и за болью в колене, и за приступом ревности, оставаясь при этом самим собой. Скафандр стареет, но сознание не стареет. Программа выдает ошибки, страхи, обиды, но сознание не является этими ошибками. Погода эмоций постоянно меняется, но небо, на фоне которого это происходит, всегда чисто и неизменно. Это небо и есть ваша суть. Осознание этого – величайший акт свободы. Вы больше не жертва своего тела или своих эмоций. Вы – тот, кто через них познает, чувствует и творит. Вы – бессмертный дух, проходящий через величайшее приключение под названием «Человеческая жизнь», чтобы обрести уникальный опыт, который сделает его еще мудрее, глубже и сострадательнее. Земная цель – не отбросить скафандр и программное обеспечение как ненужный хлам, а научиться виртуозно ими пользоваться с благодарностью и осознанием того, кто на самом деле держит штурвал.
Но чтобы качественно управлять инструментом, мастеру необходимо его изучить. Ключ к этому – осознанность своих чувств и эмоций. Психологи часто задают клиентам вопрос: что вы сейчас чувствуете? И это не просто так. Большинство из нас живут на автопилоте, подавляя или не замечая своих эмоций. Мы боимся их чувствовать, потому что за ними стоит ответственность. Осознавая эмоцию, мы говорим: «Я чувствую тревогу». Это уже колоссальный прорыв от состояния «я тревожный человек». А следующий шаг – это тихое, уверенное осознание. И есть что-то во мне, что способно наблюдать эту тревогу, не вовлекаясь в нее. Это и есть встреча с собой. Это и есть начало осознанности. Попробуйте осознать себя, свое внутреннее содержание с помощью простых и очень полезных практик. Стоп-опрос. 2 или 3 раза в день останавливайтесь и задавайте себе вопрос: что я сейчас чувствую? Назовите эмоцию одним словом: грусть, спокойствие, тревога, предвкушение. Не оценивайте ее как хорошую или плохую. Просто констатируйте факт. Будьте наблюдателем. Сканирование тела. Когда возникает сильная эмоция, закройте глаза и найдите ее в теле. Гнев может гореть в груди, страх сжимать живот, радость разливаться теплом по всему телу. Просто наблюдайте за этими ощущениями, не пытаясь их изменить. Это учит вас, что вы не эмоция, а тот, кто ее ощущает. Когда вы абстрагируетесь от негативных эмоций, не отождествляете себя с ними, не становитесь участником игры, а остаетесь наблюдателем, вам проще их держать под контролем и осознавать. Эмоциональный дневник. Вечером описывайте ключевые эмоции дня. Что сегодня произошло? Что я почувствовал? Какая мысль вызвала эту эмоцию? Где это проявилось в теле? Как я повел себя в ответ? Эта практика помогает увидеть шаблоны и осознать связь между мыслями, чувствами и поведением. Мы начали с важнейшего шага – осознания чувств. Это база, фундамент, без которого все дальнейшие построения рухнут. Но мы здесь не для того, чтобы вечно копаться в фундаменте, любуясь его прочностью. Мы здесь для того, чтобы возвести на нем храм своего духа. Главная цель – пробуждение наблюдателя. Вся практика осознанности – это не цель, а путь. Ее высшая задача – не просто лучше управлять эмоциями, хотя это прекрасный побочный эффект, а пробудить в себе того самого безмолвного зрителя, наблюдателя. Когда в разгаре ссоры, кроме гнева, в вас просыпается тот, кто видит этот гнев, вы обретаете свободу выбора. Вы можете продолжить кричать, а можете сделать паузу и выйти из комнаты. Потому что вы больше не раб эмоции. Вы тот, кто ею управляет. Когда тело сигнализирует об усталости, а ум подсказывает: «Сдавайся», наблюдатель спокойно отмечает: «Ага, вот и усталость, вот и мысль о сдаче». И это осознание дает доступ к скрытым резервам силы, о которых вы и не подозревали, будучи отождествленными с телом и умом. Это и есть та самая следующая ступень – жизнь из состояния внутреннего свидетеля. Жизнь, в которой вы не актер, потерявший себя в роли, а и актер, и режиссер, и благодарный зритель собственной, грандиозной, уникальной и прекрасной пьесы под названием «Жизнь». И это самое увлекательное приключение, которое только может быть. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.